Архитектор Лео фон Кленце, много лет проработавший в России и вернувшийся в родную Германию, чтобы встретить спокойно свою старость, получил однажды вместе с кипой неоплаченных счетов потемневший голубой конверт с маркой и гербом Российской империи. В письме сообщалось, что господина почтенного архитектора приглашает в Санкт-Петербург некий господин П. для осмотра и реконструкции старого доходного дома, коего он теперь является новым домовладельцем. А он, Лео фон Кленце, создателем и архитектором. К письму прилагался авансом бумажный кредит в 100 рублей с золотом. Жизнь старого архитектора уже утомила его. Все было построено. Десятки доходных домов в Европе, на которых он сделал себе карьеру. Да, может быть, он не построил храма, как и, впрочем, своего дома, в котором жил и умрет. Быть может, еще колонного зала, как мечталось ему и всем его товарищам по университету. И вот когда все было сделано, этот голубой конверт с приглашением в Россию на предмет осмотра своего первого проекта совершенно не потряс его, а напротив, давал отсрочку от болезни, а главное, замыкал его curriculum vitae, что означает по латыни «круг жизни», бежать по которому уже не было сил. По этой лестнице однажды пьяные люди несли покойника. Споткнулись вместе с гробом, полетели вниз. Живые ушиблись больно. А мертвый, как ни в чем не бывало, был очень серьезен. И покачивал головой только, когда его снова укладывали в гроб. А вот 3 двери подряд здесь жили барышни, которые часто принимали у себя гостей. А потому одевались чище всех жильцов и исправно платили за квартиру. А вон та дверь в конце коридора ведет в прачечную. Днем там мыли белье, а ночью шумели и пили пиво. А вот в другой квартирке из 3 комнат все насквозь пропитано бактериями и бациллами. Там нехорошо. Там погибло много жильцов. И я утверждаю, что эта квартира была кем-то когда-то проклята. И что в ней всегда вместе с жильцами жил еще кто-то невидимый. Особенно памятна мне судьба одной семьи. Представьте себе обыкновенного, ничем не замечательного человечка, у которого есть мать, жена и 4 ребят. Звали его Путохиным. Служил писцом он у нотариуса. Получал 35 рублей в месяц. Был человек трезвый, религиозный, серьезный. Всегда извинялся, что плохо одет. Извинялся, что просрочил деньги за квартиру. И когда брал расписку в получении, всегда улыбался и говорил: что вы, я так не люблю этих расписок. Жил бедно, но чисто. В этой комнате жил сам Путохин.
У него был свой стол, за которым он исполнял частные заказы. Переписывал роли, доклады и прочее. А здесь налево обитал его жилец, слесарь Егорыч. Пьющий человек. Всегда ему было жарко, оттого всегда он ходил босиком и в одной только жилетке. Егорыч починял замки, пистолеты, детские велосипеды, но эту работу он презирал и считал себя специалистом по части музыкальных инструментов. Платил он Путохину за комнату 2,5. Всегда был около своего верстака и выходил только для того, чтобы сунуть в печку какую-нибудь железку. Каждый вечер здесь была такая картина. Путохин сидел за своим столом и переписывал что-нибудь. Его мать и жена, тощая женщина с утомленным лицом, сидели около лампы и шили. Егорыч сунул в печку какую-то железку. В тяжелом воздухе пахло щами, пеленками и Егорычем. Бедно и душно, но от рабочих лиц, от детских штанишек, развешанных вдоль печки, от железок Егорыча веяло все-таки миром, лаской и довольством. За дверью в коридоре бегали детишки, причесанные, веселые и глубоко убежденные в том, что на этом свете все обстоит благополучно. И так будет без конца. Стоит только по утрам и, ложась спать, молиться Богу. А теперь представьте себе, посреди этой комнаты, прямо на вашем месте, стоит гроб, а в нем жена Путохина. Нет того мужа, жена которого жила бы вечно. Но здесь эта смерть имела что-то особенное. Когда я во время панихиды взглянул на серьезное лицо Путохина, то подумал: эге, брат, мне казалось, он сам, его дети, бабушка, Егорыч, уже намечены тем невидимым существом, которое жило с ними в этой квартире. Я верю в то, что если вам не везет в карты с самого начала, то вы будете проигрывать до самого конца. Если судьбе понадобилось стереть с лица земли вас и вашу семью, то все время она будет неумолимо последовать. И первое несчастье обыкновенно становится началом длинной цепи. По своей природе несчастье те же камни. Стоит только одному камню скатиться с высокого берега, чтобы за ним посыпались остальные. И действительно, нотариус неожиданно дает Путохину отставку и на его место сажает какую-то барышню. Ну почему барышня? Это его так оскорбило, что, придя домой, он пересек своих ребятишек, обругал мать и напился пьян. За компанию с ним напился Егорыч.
В тот месяц Путохин просрочил плату за квартиру на 18 дней и уже молчал, когда брал от хозяина расписку в получении. На другой месяц плату за квартиру несла уже старуха-мать, она дала только половину, а другую половину обещала на следующей неделе. На третий месяц платить было уже нечем. И хозяину стали жаловаться, что жильцы квартиры номер 23 ведут себя неблагородно. Это были нехорошие симптомы. Представьте себе такую картину. Хмурое утро бьет сквозь эти тусклые окна. Рядом с печкой старуха поет чаем детей. Только старший внук Вася пьет из стакана. Остальные наливают прямо в блюдечки. Путохин сидит в своей комнате на кровати, на которой уже давно нет ни одеяла, ни подушек. И, запустив руки в волоса, тупо глядит себе под ноги. Он оборван, нечесан, болен. «Пей быстрее, а то в школу опоздаешь», — торопит старуха Васю. «Да и мне время идти к жидам полы мыть». Во всей квартире одна старуха не падает дух. По пятницам она моет у евреев в судной кассе полы. По субботам ходит к купцам стирать, и по воскресеньям с утра до вечера бегает по городу и разыскивает благодетельниц. Она и стирает, и полы моет, и младенцев принимает, и сватает, и нищенствует. Правда, и она не прочь выпить с горя, но и в пьяном состоянии не забывает про свои обязанности. На Руси много таких крепких старух. И сколько благополучия держится на них. Напившись чаю, Вася укладывает в сумку свои книги и идет за печку. Тут, рядом с платьями бабушки, должно висеть его пальто. Через минуту он выходит из-за печки и спрашивает: «А где же мое пальто?» Бабушка и остальные ребята начинают вместе искать пальто. Ищут долго, но пальто как в воду кануло. Где же оно? Бабушка и Вася напуганы. Даже Егорыч удивлен. Молчит и не двигается один Путохин. Это подозрительно. «Он пропил», заявляет Егорыч. Вася в ужасе. Его пальто. Его прекрасное пальто, сшитое из суконного платья покойной матери, пропито в кабаке. А вместе с пальто, значит, пропит и синий карандаш, лежавший в боковом кармане. И записная книжка с золотыми буквами ноты Бена. В книжку был вложен другой карандаш с резинкой, а кроме того, в ней лежат переводные картинки. Вася охотно бы заплакал, но плакать нельзя. Если отец, у которого болит голова, услышит плач, то он закричит, затопает ногами, начнет драться, а с похмелья дерется он страшно. Бабушка вступится за Васю, но отец ударит и бабушку. Кончится все тем, что Егорыч вмешается в драку, вцепится в отца, и они вместе упадут на пол. Оба валяются на полу, барахтаются и дышат пьяной животной злобой. Бабушка плачет, дети кричат, соседи посылают за дворником. Лучше не плакать.
того, что нельзя плакать и возмущаться вслух, Вася мычит, ломает руки, дрыгает ногами. Или, укусив себя за рукав, долго треплет его, как собака зайца. Глаза его безумные, лицо искривлено отчаянием. Глядя на него, старуха срывает со своей головы платок и тоже начинает выделывать руками разные штуки, молча уставившись глазами в одну точку. И в это время в головах мальчика и старухи ясно сидит уверенность, что их жизнь погибла. Надежды нет. Путохин не слышит плач, но ему из его комнаты все видно. Когда полчаса спустя Вася, окутанный в бабушкину шаль, уходит в школу, он с лицом, которое я не берусь описать, выходит на улицу и идет за ним. Ему хочется окликнуть мальчика, утешить, попросить прощения, дать честное слово, призвать покойную мать в свидетели, но из груди вместо слов вырываются одни рыдания. Утро сырое, холодное. Дойдя до городского училища, Вася, чтобы товарищи не сказали, что он похож на бабу, распутывает шаль и входит в училище в одной только куртке. Путохин весь день стоит и ждет, когда выпустят его мальчика. «Вот что, Вася!» — говорит он радостно, когда Вася наконец выходит. «Мне сейчас место обещали. Погоди, я тебе отличную шубку куплю. Я тебя в гимназию устрою, понимаешь, в гимназию. Я тебя в дворяне выведу, а пить больше не буду. Честное слово, не буду!» А я смотрю на него и думаю, поздно, голубчик. Ты уже умер. Придя домой, Путохин рыдает, бормочет какие-то несвязанные слова, кланяется в ноги матери, Егорычу, его верстаку. Он глубоко верит в свое светлое будущее. Но наступает вечер. Старуха возвращается от жидов с 2 гривенным, уставшая, разбитая. Принимается стирать детское белье. Вася сидит, решает задачу. Егорыч не работает. По милости Путохина он спился и теперь чувствует неудалимую жажду выпить. И, конечно, тоска берет верх. История известная. К ночи Егорыч и Путохин уходят, а на утро Вася не находит бабушкиной шали. Пропивший шаль, Путохин уж не возвращается домой. Куда он исчез, я не знаю. Когда он пропал, старуха сначала запила, а потом слегла. Ее свезли в больницу. Младших ребят забрала какая-то родня. А Вася... Вася устроился в эту прачечную. Днем он подавал утюги, а ночью бегал за пивом. Когда из прачечной его выгнали, устроился к одной из тех барышень. Бегал, выполнял всякие поручения. И его звали уже Вышибала. А вот в этой комнатке 10 лет жил нищий музыкант.
А когда он умер, в его перине нашли 40 тысяч. А что же вы от меня хотите? Я всего лишь архитектор. Надо снести старый дом, чтобы на его месте построить новый. Я всего лишь архитектор. Я всего лишь архитектор.